И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами уже устали немножко, ну, по крайней мере, я устал, не знаю, как вы, от этих политических всех штук и борьбы за власть, и мы отправились на остров Укайза в одиночку, поэтому поехали. Продолжить идти вперед. Вы устремляетесь в канал, за которым лежат неизвестные, опасные воды. Буря в ступе Ондры охватывает весь видимый горизонт. Ураганный ветер ревет, как раненый зверь, сбивая море и пену. Над вздыбившимися волнами сквозь завесу дождя едва видно очертания колоссальных адровых столпов. Плыть навстречу буре. Когда непокорный ныряет в беспокойные воды, вы замечаете бегущий за вами корабль, чьи паруса треплет бушующий ветер. Кто-то преследует вас. Неизвестно, удастся ли им это, но сейчас нужно как-то пережить шторм. Беодул хмурится, концы банданы щелкают на ветру. Боги, капитан, да если бы хоть кто-нибудь из нас знал, проклятие. И вы видите усмешку. Ирена стоит у Леера. Беодул дело говорит, хоть и не хочется соглашаться. Проклятие. Через то, что нас ждет впереди, ни одна карта пройти не поможет. Перегнувшись через Леера и одной рукой держась за ванты, смеется, демонстрируя кривые губы. «Ты шутишь? Именно на такое веселье мы и подписывались!» Ветер свистит в пальцах. На ваше плечо опускается рука. Вы поворачиваетесь. Перед вами стоит старый Энгри. Мы направляемся туда, куда закрыли путь сами боги. Но они сами вели нас сюда, неумолимо и бесспорно. Улыбка не то тревожная, не то успокаивающая. Не теряй веры. Положив обе руки на штурвал, Освальд вглядывается в барашки волн впереди. Мы действительно решили это сделать, верно? Плывем прямиком в ступу? Да помогут нам боги. Непокорный корабль с лучшей командой на всем архипелаге. Ты проведешь нас через ступу Ондры, я знаю. Серафен кивает. Капитан не врет. Мне довелось послужить на разных кораблях, и на нашем лучшая команда морских волков, среди которых только может надеяться помереть флибустьер. Направляясь к центру бури, вы слышите звук рвущегося полотна. Это ветер обрушивается на ваши паруса. Не лучшее начало сложного путешествия. Несмотря ни на что, вы продолжаете двигаться вперед. Прямо впереди из воды поднимается адровый столб, тянущийся с морского дна до самого неба, как укоризненно поднятый палец Бога. Еще до того, как вы успеваете встревожиться из-за столпа впереди, ваш корабль вздрагивает, напоровшись на выступ Адры, невидимый среди волн. Черное дерево выдерживает столкновение, но столб впереди все же остается серьезной угрозой. Течение влечет ваш корабль навстречу угрозе. Если вы столкнетесь с адровым столпом, то ваше путешествие точно подойдет к концу. После нескольких крутых поворотов и хитрых игр с ветром, ваш рулевой уводит корабль прочь от опасности, успешно минуя адровый столб. Впереди больше не видно адровых столпов. Чем дальше вы движетесь, тем более ожесточенным становится шторм. Ветер настолько силен, что вот-вот разорвет ваши паруса. Видимость стремительно ухудшается. То, что началось с небольших волнений в море, ширится и превращается в чудовищный водоворот. Ваш корабль балансирует, едва не падая вниз. Прилив с удвоенной силой влечет вас к голодной пасти водоворота. Ветер дует с невероятным ожесточением, угрожая разорвать паруса в клочья. Со звуком, похожим на удар кнута, паруса из драконьих крыльев наполняются ветром. Водоворот по-прежнему ждет вас впереди. Единственный выход — развить полную скорость, силой вырваться из притяжения водоворота. Стремительно маневрируя, вы спасаете корабль от жадной хватки водоворота, ценой парусов, которые сильно пострадали от страшного ветра. Ветер усиливается, дождь яростно лупит по палубе. Впереди поднимается чудовищная волна, перекрывая ваше поле зрения. Нос корабля медленно поднимается ей навстречу. Даже если бы вы хотели повернуть обратно, теперь этого уже не сделать. Ваша команда преодолевает страх, каждый матрос работает на своем месте. Несмотря на все сложности, корабль удерживается на гребне волны. Как бы ни были утомлены моряки, они радостно кричат и славят вас, поняв, что все по-прежнему живы. Ваш корабль преодолевает гребень волны и падает вниз, держась при этом ровно. Вы не сразу понимаете, что выжили. Дождь еще продолжает поливать вас, но море впереди выглядит куда спокойнее, чем позади. Облегчение было недолгим. Огромный силуэт взмывает над волнами,
и с немыслимой скоростью настигает вас. Непокорный вот-вот погибнет, но прежде чем врезаться в вас, силуэт вдруг скрывается в толще вод. Проходит несколько тревожных минут ожидания его возвращения, а затем вы осторожно продолжаете свой путь. Несмотря на то, что видимость очень плохая, вы все же замечаете впереди слабый свет, сияющий маяк среди неизвестности. Взявшись за штурвал, вы направляетесь к Эотасу. Море снова спокойно. Горизонт проясняется, вы видите сушу. Это Укайза. Над островом поднимаются узорчатые шпили, там находится город. Не весь Укайза одинаково пострадал от безжалостного течения времени. На мелководье видно остатки каких-то построек, пройти там на корабле не получится. Вы решаете остаток пути проделать на шлюпке. Укайза, раннее лето. Город, пропавший в веках. Найти Эотаса. Я нахожусь на Укайзе, а значит осталось отыскать Эотаса. Учитывая, что он использует в качестве тела 200-метровой статуи, это будет несложно. Да уж. Ну что ж, поехали. Опа. Это страж. Существо глядит на вас, лишь смутно осознавая ваше присутствие. Вода капает с его похожей на кувалду головы. Ого, что за... И куда эту тварь пырять, интересно? А это еще что за тварь? Стыдно признаться, но мне страшно. Вообще-то я в ужасе. Ага, ну да, эта штука, чем бы она ни была, почему нет? Конструкт поворачивается на звук голоса, смутно воспринимая смысл сказанного. Потом он поворачивает голову обратно к вам. Так одиноко. Никогда не было одиноко. Укайза открыт? Голос возникает у вас в голове как-то неуклюже, непривычно. Вы чувствуете нечто вроде ментального подобия прищуренного взгляда. Что это такое? Мы врата Укайза. Конструкт устремляет взгляд на город. Мы храним тишину в Укайза. Ты помеха. Бронзовые пластины трутся друг от друга с отвратительным скрипом. Я лишь пытаюсь добраться до Эотаса. Это он тебе нужен. Эотас потревожил кости Укайза. Старые договоры позволяют ему пройти, но ты не сделаешь больше ни шагу. Укайза закрыт. Врата на засове. Прежде от стражника исходит волна жара. Прежде чем мы с этим разберемся, я хочу получить ответы об Укайзе. Наш завет с древними не запрещает отвечать на вопросы. Конструкт медлит, его суставы скрипят. Живые должны были забыть Укайза. В памяти о нем нет ничего хорошего. Среди гневных мыслей конструктора вы вдруг чувствуете резкий удар по вашему разуму. Если я отдохну, пока ты рассказываешь, потом мы сможем славно сразиться. В наступившие врата Укайза рассерженно смотрят на вас, будто оценивая. Славное сражение порадовало бы нас после столь долгого бездействия. Что ж, отдыхай, обреченный. Избранный народ архипелага называл Укайза своим домом. Он глядит вдаль на один из многочисленных шпилей города. Чужаки были их современниками. Они были мудры, сообразительны и чрезвычайно амбициозны. Похоже, это ингвитанцы. Видимо, они сюда и добрались. Чужаки покинули этот бренный мир. Ни одного не осталось.
Покинули, но не все. С нами тот, кого они оставили. Конструкт молча смотрит на Эдера со смесью раздражения и любопытства. Потом он снова переводит взгляд на вас. Древние и чужаки торговали, сотрудничали, учились и строили вместе. Чужаки предсказали погибель древних, а разлом поглотил и тех, и других. Низкое гудение энергии доносится откуда-то из-под панциря конструкта. А что вызвало разлом? Чужаки страстно желали овладеть древним Укайзом. То, что остров был занят, было препятствием. Конструкт вертит головой, словно наблюдает за кем-то, проходящим мимо. На фундаменте из лживых речей чужаков построили машины. И когда машины были почти готовы, чужаки собрали тела из плоти и костей. Вытягивая шею, конструкт словно хочет показаться выше, чем есть на самом деле. Тела? Теперь это скелеты, и их остатки засоряют улицы Великого Укайза. Что это были за машины? Те, что пропускают души умерших через сито. Наконец, чужаки соорудили стражника, чтобы тот нес неусыпную вахту над их творением. Наш завет с древними повелевал нам доверять их союзникам. Нам предложили обмен, вечную жизнь за вечную службу. Нам приказали навеки затворить врата Укайза. Что произошло, когда машины заработали? Чужаки покинули этот мир, оставив ошеломленных древних. Тишина уступила место хаосу. Бури терзали море. Спящие сердца гор проснулись, изрыгая ярость. Когда последние крики древних утихли, остались только мы. Значит, после разрушения здесь никого не было? Никого, кроме зеленого колосса, каждый шаг которого нарушает покой. Ты первый из разумных, кто посетил берега Укайза, и ты станешь последним. Что ж, ты отдохнул, а нам больше нечего рассказать тебе. Пусть же знания сопровождают тебя на пути через колесо. Я пришел не для того, чтобы драться, но если ты преградишь мне дорогу, у меня нет выбора. Своим поведением ты выбрал смерть, путник. Готовься же. Подавшись вперед, конструкт атакует. Но он нас не пробивает, это уже хорошо. Опа. Гвитанский часовой. Это что-то новенькое. Он собрался назад. Так, ингвитанские часовые полегче умирают, но зато один из них на нашей стороне.
Ой, блин. Так, у этого ранения наконец-то упали эти. Отлично. Хорошо. Но на самом деле у нас все не так-то уж и хорошо, как хотелось бы. Пора привлекать своих животных. Так, а что там у нас, кстати, можно... Поршень адровый аниманс. Это неплохо. В крови. А, хотя нет. Вот так. При смерти уже. Да. Очень много всяких полезнях мы забрали. Эта куча мусора даже гудит от древней энергии.
Ну что ж, я надеюсь, что больше мы не встретим защитников, хотя, положа руку на сердце, понимаю, что скорее всего встретим и ни одного. С кучей обломков до вас долетают отзвуки энергии душ. Что ж, пойдем. Давайте, наверное, здесь передохнем. Неизвестно, что будет дальше. Но нам по-любому нужно продвигаться. То есть мы, видите, у нас только одно активное. Похоже, мы лезем в самое полымя. Годы смягчили черты бронзового лица, придав гордой статуе выражение мрачной задумчивости. Пока безжалостный шторм не утих, спуститься в город было бы верным самоубийством. Раскинувшийся внизу город скрывает яростная буря, однако вы различаете поднимающиеся из затопленных развалин шпили. Духовные ветры настойчиво треплют вашу душу, точно рука, пытающаяся стянуть с плеч плащ. Вы вспоминаете свою последнюю встречу с Биоуаком. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Повернуться к спутникам. Что ж, вот мы и здесь. Вы бросаете взгляд на тех, кто пошел с вами весь этот долгий путь. На тех, кто рискнул собственной жизнью, чтобы добраться сюда. Что скажешь, Эдер? Взгляд Эдера блуждает по сверкающим аркам и полуразрушенным шпилям. От удивления у него открылся рот. Позолоченная долина получила свое имя из-за залитых звонцем пшеничных полей. Но это место, оно и правда позолоченное. Возможно, это иной мир. Скучаешь по простой жизни? Тяжело скучать по тому, чего не помнишь. Знаю лишь, что когда этот мир ворвался в мой прежний, вся моя жизнь перевернулась. У этих великих людей странный способ умирать. Они исчезают из этого мира, но оставляют в нем все свои беды, а нам приходится с ними справляться. Вот почему мы здесь. Нам придется столкнуться с этим, на нас большая ответственность. Думаю, есть в этом и положительный момент, по крайней мере для меня. Мне придется что-то поменять в жизни, и речь не о новых сетях и лопате. У меня есть даже пара друзей оттуда. Смыкает. Весь наш мир ждет самое суровое из виденных им испытаний. То, что делает Элатас, изменит все. Мы можем не выжить, я имею в виду все разумные расы. Эдер фыркает. Бог искупления вины, который винит других богов. Он качает головой. Ну и свалка. Эдер вздыхает, глядя на виднеющегося впереди Атаса. У тебя задумчивый вид, Алот. Алот смотрит на окружающий вас древний город. 5 лет назад в твоих руках была судьба 1000 душ, солнца в тени. Он замолкает, глядя на окружающий вас пейзаж. Но выбор, который ты делаешь сегодня, по-прежнему влияет на судьбу всех живых существ Эоры. Он поворачивается к вам. В его глазах любопытство и что-то еще. Жалость. У меня есть ответственность перед миром. Я должен быть осторожен в своих решениях. Я знаю, он улыбается. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор. И, что бы ни случилось, путешествовать с тобой было для меня честью. Он кладет руки вам на плечи и с улыбкой смотрит вам прямо в глаза. Он отворачивается и оглядывает раскинувшийся перед вами город. О чем задумалась Зотя? Так мы делаем это или нет? Зотя облизывает растрескавшиеся губы, мрачно разглядывая развалины древнего города. Высоко поднятый алтарь отбрасывает резкие тени на ее лице. Мы прошли так много, но все еще живы.
Глядишь, успеем и с моим богом разобраться, пока наше везение не иссякнет. Серафен ухмыляется, уперев руки в бока, а Лот закатывает глаза. Как бы все не вышло с Атасом, я с тобой. Ясно? Она не отвечает так долго, что вы сомневаетесь, что это вообще произойдет. А затем Зоти хлопает себя окровавленным серпом по бедру. Конечно. Если Хаон захочет твоей смерти, то справится и сам. Кроме того, та его часть, что рассказывает по архипелагу, не слишком-то помогла мне на зубах Магран. Она нервно проводит рукой по волосам. Скажи, Хранитель, сможет ли существовать Бог Света и Рождения, если души перестанут возрождаться? Она указывает фонарем на лежащие впереди развалины, изувеченный скелет Укайза. Думаешь, мы сумеем его Думаешь, тебе стоило преследовать собственного бога? Это было испытание. Конечно, я делала такое, о чем теперь жалею. Хаун знает, сколько крови на моих руках. Не думала, что вот так все обернется. Но ни о чем другом я и мечтать не могу. Зоти мрачно стискивает зубы. Пора в последний раз предстать перед моим богом. Выясним, что мы можем или не можем сделать в конце времен. Угаснем ли мы или станем процветать? Да, идем. Считай меня своей второй тенью. Зоти проводит пальцем по медным прутьям фонаря в подсознательной попытке взять себя в руки. Тихкеху, ты выглядишь озабоченным. Уперев руки... Ну, это вообще Серафен. Уперев руки в боки, Серафен мрачно кивает головой. Я оглядываюсь и никак не могу понять, как мы до такого докатились. Что ты имеешь в виду? Добрались сюда, преодолели самый страшный шторм, высадились. Немало же в тебе сюрпризов, должен сказать. Ты, что бы ни случилось, хорошо, что ты с нами. Соблазнить меня пытаешься, капитан? Кто-то ведь должен был спасти твою хранительскую задницу. Тогда вперед, капитан, навстречу страшному концу и еще дальше. Алан отворачивается, его уши слегка вздрагивают. Думаю, мы готовы, идемте. Крошечная гравировка гласит: в память о Думу, Тапуа и Тахиме, первых избранниках Ангати. Пик Ундры. А мой Гвиад, это мы туда сможем спуститься потом, по идее, если я правильно понял. Так, что это пока непонятно, но судя по всему, это какой-то девайс, который эти штормы генерирует. Вот его управляющая панель. Хотя устройство на вершине башни с дикой скоростью крутится, воздух совершенно спокоен. Здесь, в самом сердце бури, на долгие тысячелетия отрезавшей ступу Ондры от остальной Оры, стоит поразительная тишина. Вы видите обветшалую панель управления, рычаги выставлены в положение работы. По башне проходит толчок, зародившийся в самых недрах земли, невидимый в штормовых облаках, и Атас вновь поднимает кулак, готовясь нанести очередной удар. Панель управления пережила прошедшее тысячелетие легче, чем остальной город. Тонкие стеклянные трубки и гравированные медные рычаги покрывают слой пыли, но, похоже, все это осталось в рабочем состоянии. По крайней мере, повреждение незаметно. Выключить механизм. Вы беретесь за самый крупный рычаг и поднимаете его в положение активации. Вибрация устройства постепенно ослабевает, и ветры успокаиваются. Машина, управляющая штормом, затихает. Грохот ее механизмов замедляется, постепенно они останавливаются. Черные тучи ступы Ондры за башней отступают от древнего города Укайза.
Уносящий их ветер похож на усталый вздох. С последним порывом ветра ваших ушей достигает знакомый звук – звон колокольчика. Колокольчик звенит очень мягко, не так требовательно и громко, как вы уже привыкли. Он взывает к вашей душе, а та стремится ему повиноваться. Ваша душа покидает тело и устремляется в иной мир, следуя за звуком. Звук ведет вас в мир Берасу, на холодную платформу, в зал с бесконечными дверьми. Хранитель, твое путешествие близится к концу. Бледный рыцарь стоит перед вами. Белое лицо божества совершенно спокойно. Помолчать. Скоро ты сойдешься с Эотасом в последний раз, и ты сделаешь это как вестник Бераса, единственное существо на Эоре, к которому он прислушается. Не забывай об этом. Бледный рыцарь склоняет голову, черные волосы падают на лицо божества. Она делает шаг назад и со вздохом уступает место Хайли. Если Эотас на самом деле собирается реализовать свой безумный план уничтожить колесо, целое поколение душ окажется заперто на границе. Многие пострадают. Как же Эотас может быть так жесток? Нельзя просто так бросить их, говорит Хайли. Эотас должен помочь смертным найти решение. Вперед выступает Абаддон. Эотас возлагает всю ответственность на смертных, но они не сами накликали беду. Единственная их ошибка, что они доверили нам заботу о себе. Кто же теперь поможет им восстановить их мир? Эотас раскроет все тайны богов. Смогут ли смертные изменить установившийся порядок, если уже никакие чудеса не будут их вдохновлять? Эотас должен помочь им быстро найти решение, иначе все оставшиеся на Эоре тайны окажутся раскрыты. Не должен ли Эотас оставить решение за смертными? Вижу, ты что-то предчувствуешь. Это хорошо, тебе стоит опасаться любой помощи, что Эотас решит предложить. Если колесо будет уничтожено, смертные разорвут сами себя. Боги должны это предотвратить, иначе и сами будут обречены. Подобно тому, как смертными нужно руководить, так и боги нуждаются в наставлениях. Если Эотас рвется отказаться от власти, я займу принадлежащее мне по праву место королевы богов. Смертные сильнее, если следуют за нами, а мы сильнее, когда указываем им путь. Объединяясь под властью богов, смертные могут творить такое, на что иначе не были бы способны. Им нужно показывать границы, которые они смогут преодолеть. Смертные не смогут сами решить загадку Эотаса, если у них не будет заведенного порядка, с которым можно бороться. Они останутся без оков, начнут сражаться друг с другом, говорит Скейн, пристально глядя на Вейди. Помолчать. Железная рука Вейдики все равно, что удушливые материнские объятия Хайли. У смертных не должно быть каких-то преимуществ. Только борясь со сложностями, смертные познают себя, говорит Галлоуэйн. Смертные должны страдать, чтобы стать сильнее, иначе они не выживут в том мире, в который их тащит Эотас. Наше вмешательство в вашу драку стало бы жестокостью, оно бы противоречило вашей цели, говорит Галлоуэйн. Он делает паузу, глядя вам в глаза. Верно, смертные сами должны узнать себе цену, на что они способны. Если мы станем помогать им, они ничему не научатся, говорит Магран. Трудности закаляют. Если поколения смертных сменялись не зря, они выстоят, несмотря на все козни Эотаса. Я верю, что смертные достойно ответят Эотасу. Не принимай мои слова за равнодушие, Хранитель, они порождены верой в ваши возможности. Молчать. Магран ослеплена своей привязанностью к смертным. Она не видит, что все вокруг обречено кануть в энтропию. Если бы Эотас был умнее, он бы просто уничтожил ее, покончил бы с жизнью, с перерождением, со смертью. У смертных был шанс, теперь настало время для тишины. Когда слова Римрганда стихают, возвращается бледный рыцарь. Божество больше не возвышается над вами, как гигант среди богов, но стоит наравне с вами, опустив руки вдоль тела.
Она говорит с вами, ничего не скрывая, а выражение лица кажется едва ли не нежным. Итак, Хранитель, ты понимаешь ситуацию. Твое решение? Промолчать. У тебя еще есть время, чтобы рассказать о своем решении, но времени этого мало. Скоро ты предстанешь перед Эотасом. Теперь нам пора расстаться, Хранитель. Тебе была доверена сложная задача. Пока что ты справляешься. Скоро ты получишь свободу, но не сейчас. Еще остались дела. Тебе уже приходилось принимать сложные решения. Ты убил Тауса, а когда его душа оказалась в твоей власти, ты изгнал ее в Брейт-Эаман. Ты выбрал ему наказание, которое считал справедливым. Вспомни, сколько понадобилось сил, чтобы принять это решение, и ты поймешь, что теперь только ты можешь заставить Иотаса передумать. Когда пристанешь перед ним, подбирай слова тщательно. Боги скрываются один за другим в тишине. Лишь одна фигура остается неподвижной, пока ее собратья не уходят достаточно далеко, чтобы ничего не слышать. Ваидика смотрит на вас, на ее иссохшем лице появляется торжествующая улыбка. Берас не отличается умом, если думает, что я оставлю последнее слово за ней. На тебя возложили серьезную ответственность, Хранитель, говорить за смертных и представлять их интересы в будущем. Верно, мои решения помогли тебе узнать что-то о нас. Вместо того, чтобы работать с другими смертными, ты пришел сюда в одиночестве. Ты отказался от компромиссов, идеализма и чужих решений. Мои сомнения оправдались. Мы нужны обществу. Иора ищет свою королеву, но видит лишь пустой трон. Я не буду больше разочаровывать своих подданных. Прежде чем мы расстанемся, скажи, что заставило тебя отринуть все альтернативные предложения и пойти собственным путем? Мне надоело быть посредником в чужих переговорах. Мне все равно, кто правит архипелагом. Считаешь, что тебе удалось удовлетворить мое любопытство? На какое-то время. В наших масштабных планах ты являешься единственной непредсказуемой переменной. Нуждаешься ли ты в моей мудрости или нет, то, что сделано тобой, чтобы добраться сюда, представляет для нас качество смертных. Надеюсь, твои успехи тебя радуют. Мы многому друг у друга научились. Мне удалось на что-то повлиять. Готовы ли смертные взять в руки свою судьбу? Торговые компании, местные и даже пираты. У всех имелись отчаянные, наскоро составленные планы, как разобраться с этой угрозой. Но ты отклонил их все, справедливо сочтя, что смертные не готовы самостоятельно определять свою судьбу. Я согласна с тобой. Когда я наконец займу свое законное место, единственной сложностью станет убедить остальных поддержать мой план касательно Иора. Не сомневаюсь, что Эотас с большим оптимизмом смотрит на смертных и их шансы на успех. У него уже есть все необходимое, так что ступай, прислушайся к его дурацким идеям. Остальные из нас будут точить оружие, готовясь к тому будущему, которое он нам уготовил. Последние остатки, наполнявшие устройство энергии, рассеиваются, и к вам возвращается сознание. Буря утихла, и вашему взгляду открылся огромный город. Точно кто-то смел скрывающий чудесную мозаику слой песка. Вдалеке вы различаете силуэты Атаса. Гигант триумфально поднимает к небу кулак. Будешь постоянно укладываться поспать, я за тобой подушку носить стану. Да, кстати, буря кончилась, и Атас вроде как серьезно взялся за конец света. Эдер глубоко затягивается и кивает, глядя на виднеющийся вдалеке гигант. Похоже, мы все еще здесь. Алут осторожно потирает голову и оглядывается по сторонам. Ох, чтоб меня, голова! Зоти прижимает ладонь к колбу и с трудом поднимается на ноги. А я-то думал, мы наконец откинули копыта. Но мы ведь не мертвы, верно? Серафин сидит, скрестив ноги и обнимая голову руками, словно его мучает похмелье. Его пушистые уши жалко свисают. Заглядывая за край башни, вы различаете среди развалин какой-то далекий силуэт. На отмеле бросил якорь, закованный в броню боевой корабль. Его пушки обращены к берегу. Кажется, судно вот-вот развалится надвое, однако на ветру все еще гордо реет штандарт Королевской торговой компании. Судя по пустой палубе, выжившие матросы давным-давно забрались в шлюпку и высадились на берег, а значит, вы больше не одни на указе.
На свете нет более подходящего места для последней битвы, чем у Кайза. Ну, короче говоря, я уже подозреваю, что это все значит. Хазану Икару подходит к вам с обнаженным оружием. Ее лицо исцарапано и покрыто синяками, а униформа потрепана в долгой дороге, но глаза ясны. Она смотрит прямо на вас. Вы, хозяева тучных, богатых земель, не понимаете одной простой вещи. Роатай — это не обдуваемые всеми ветрами пустоши. Это наш единый народ, мужественно сражающийся с природой. Укайза принадлежит нам. Мы заслужили это право потом и кровью. И никто у нас его не заберет. О чем мы вообще спорим? Эатас вот-вот разрушит цикл. Я не могу его остановить, и ты тоже не можешь. Но я могу дать своей стране шанс пережить грядущие бури. Роатай, на защиту Укайза! Я так понимаю, что она бы пришла в любой ситуации, если бы мы пошли с кем-то другим, кроме нее. Ну, шапка с гребнем Хазануи. Мой Гвиат. Вы идете по древним запутанным улицам Укайзу. Развалины, истерзанные за тысячелетия штормами, остаются единственными свидетелями величайшей тайны богов в центре города. Дома и бульвары пронизаны гигантскими щепами сияющей адры. Нет ни истлевших тел, ни птиц, ни единого звука или другого признака жизни. Но с каждым шагом ритмичное биение становится все более отчетливым. Вскоре вы чувствуете, как вибрация отдается в ваших костях. Чем ближе к центру города, тем скорее старые постройки уступают место сияющей адре, пронзающей развалины, вытесняющей их. Наконец вы видите Эатаса над вершиной поваленной башни. Широко расставив ноги, он стоит рядом с огромным каменным монументом, разделенным на 11 секций. Во всех из них, кроме 3, лежат громадные скелеты, чьи кости очищены бурями до бела. Над монументом парит огромная ингвитанская машина, поддерживаемая невидимой энергией, испускаемая светящимся колодцем под ней. Вокруг ядра из металла и адры в центре механизма вращаются латунные кольца. Огромные руки Эатаса вздымаются и опускаются, и каждый взмах порождает порыв сильного ветра. Каждый удар, обрушиваясь на машину, вызывает извержение пламени, дыма и электрических разрядов. Сотни адровых столпов по всему Укайзу вспыхивают в унисон с машиной. Единственный безопасный проход к Богу – крутой подъем по чудовищному столпу сияющей адры. Столб изгибается дугой, проходя над развалинами Укайза и древней машиной, совсем рядом с головой Эатаса. Этот столб – немой свидетель гибели машины, рядом с которой он в течение
тысяч лет. Вы пробираетесь вверх по скользкой от дождя поверхности столпа. Добравшись до цели, вы привлекаете внимание Атаса. Сначала он отстраняется, разглядывая вас, потом поворачивается и протягивает вам ладонь с той же осторожностью, что и в пепельном чреве. Как странно видеть Укайзо таким. Наверное, это сложно представить, однако, когда-то в этом городе кипела жизнь. Конечно, в первую очередь жизнь Уана, но были здесь и представители других культур. Над аллеями нависали ветви деревьев, на крышах цвели сады. Каждую весну с холма в долину спускалась праздничная процессия. Празднующие шли по крутому склону, и с обеих сторон дороги были лавки иноземных торговцев. На них отовсюду сыпались цветы. Все народы вместе радовались пришествию новой жизни. Такова была сила и красота великого потерянного Укайзо. Если мы не предотвратим то, что ты собрался сделать, весь мир станет таким же. То есть, ты доверяешь нам огромную ответственность. Надеюсь, мы с ней справимся. Пока в мире есть такие, как ты, Эдер, у меня нет в этом никаких сомнений. Эта власть всегда принадлежала смертным. Теперь вы наконец осознаете ее. Теперь вы решите, как с ней поступить. Прошу, Кхаун, ответь, что мне делать после? Как? Как мне помочь тем, кто останется жить? Как повысить наши шансы на выживание? На архипелаге и в восточных землях немало анимантов, женщин и мужчин с гениальными умами. Они способны решить эту великую задачу. Однако им также потребуются гениальные души, такие, как у тебя, Зоти. Во времена страха и отчаяния миру необходима будет духовная поддержка. Помни, твой огонь – это не только свет, но и тепло. Неси утешение всем, кому этого необходимо. Серафен, должен сказать, мне еще не приходилось болтать с богами. Наверное, тут бы спросить что-нибудь эдакое, философское. Ну а мне интересно одно. Что мешает богам спуститься на землю и самим все исправить, а потом тебе снова сломать? И были бы вот такие волны то вверх, то вниз, пока наконец море не затопило бы нас. Серафен дело говорит. Мудрый вопрос, Серафен. Не сомневайся, кое-кто из богов уже и теперь ищет способ исправить все самостоятельно. Они вполне способны это сделать. В конце концов, это ведь мы много лет назад создали эти механизмы вместе с Уаном. Однако задача эта непростая, и им потребуется помощь смертных. И решить, заслуживают ли они этой помощи, могут лишь смертные. Алот поднимает глаза на Атаса и качает головой. По какому праву ты хочешь так поступить? Уничтожить колесо и оставить нас ни с чем? Мы даже не будем знать, что ждет нас дальше. Алот, все мы, и смертные, и боги, несем ответственность за свои действия. Однако отвечать приходится из-за бездействия, перед собой. Я слишком долго нес на себе этот груз. Нужно всегда поступать так, как велит совесть, даже если она велит тебе оставить великую власть. Но что же ты, хранитель? Зачем ты последовал за мной? Ты хочешь воочию увидеть, как я сломаю колесо? Чтобы боги не вернули себе контроль над Эорой, смертным нужно подготовиться. Вдохнови их. Дай им силу. У смертных и без того живет вдохновение. Именно это привело их через сотни поколений к этому моменту. Аниманты достигнут куда большего, чем то, что удалось когда-то нам, инквитанцам. Почему ты, а точнее почему Хайлия считает, что я должен отдать свои силы людям? Я хочу быть уверен, что в грядущей борьбе за власть победят не боги. Потому что я верю в разумные народы. Верю в то, что мы можем принести в мир немало добра. Как и я. Откуда смертные должны черпать вдохновение? Им следует думать о будущем. Вести их туда должны воображение и творческий дух. Хорошо же, хранитель. Я позабочусь о том, чтобы мой уход оставил смертных вдохновленными. Моя сила не пропадет в никуда. Удовлетвори мое любопытство. Я хочу кое-что знать про Эору, про смертных, то, что можно узнать, лишь взглянув твоими глазами.
Я слушаю. Тебе пришлось последовать за мной, обойти армаду, преодолеть непреодолимую стену штормов, пройти по неизведанным морям, одолеть стража, который существовал специально, чтобы тебя остановить. Несмотря на постоянные интриги и нашептывания богов, и все это в одиночку. Настоящий подвиг. Смертные эоры будут слушать рассказ об этом и смотреть на тебя с восхищением. Я думаю, что смертные обладают силой, чтобы самостоятельно определять свое будущее. Не все мои братья и сестры с этим согласны. Я надеялся, что твои поступки станут примером для будущих последователей, примером настойчивости и силы смертных, работающих вместе. Явившись на Указа без союзников, ты доказываешь обратное моим намерениям, но и подобный поступок все равно ценен. Что вдохновило тебя на такое решение? Отразило ли оно твои глубинные убеждения? Или на тебя повлияло то, что ты видишь вокруг? Смертные Смертные не могут преодолеть мелкие разногласия. Я не могу ждать, пока они одумаются. Спасибо за взгляд со стороны. Мне придется учитывать не только твое мнение, но оно дает массу поводов задумываться. Мне хотелось, чтобы смертные повзрослели, преобразились. Когда-то мои братья и сестры хотели того же. Некоторые забыли себя, предавшись фатализму или тирании. Остальные подавлены апатией. Меня огорчает, что шагнуть к будущему можно только через такой кризис. Хотелось бы мне переложить на кого-то другого обязанность сообщить тебе о наступлении тяжелых времен. Тебе удалось добраться сюда, отказавшись от помощи, но я думаю, что скоро ты поймешь, будущее нуждается в доверии, сотрудничестве и понимании между смертными. Пока все не кончилось, я хочу задать несколько вопросов. Спрашивай, я дам все ответы, что смогу. Что будет после того, как колесо обрушится? Великие деяния ангвитанцев гибнут. Перерождения в привычном нам виде больше не будет. Души, ожидающие сейчас новой жизни там, будут рождаться в этом мире, но их число не восстановится. Умершие будут пребывать в пустоте границы, ожидая вращения колеса, которое больше не вращается. Когда та сторона опустеет, появляться будут лишь пусторожденные. Появятся новые болезни души, досаждая живущим. Если смертные не начнут работать вместе, творя новый путь, жизненная аура останется запертой в небытии. Боги умрут от голода, Эора опустеет. Как скоро все живое исчезнет с лица Эора? Через поколение или больше. Какое-то количество ауры уже направлено в Эору, но тут как с песочными часами, сколько их ни поворачивай, сыпаться все равно песок не станет. Решать тебе. Ты можешь отказаться принимать решения и переложить ответственность на своих потомков, на внуков. Воля твоя. По вашим меркам еще будут счастливые годы. По нашим время на исходе. Почему перерождение не пойдет тем же путем, что шло до появления колеса? Подчинив себе цикл перерождения, мы сломали то, что когда-то работало естественным образом и без внешнего вмешательства. Поток ауры не станет прежним сам по себе. Аура будет накапливаться в пустоте границы, не проходя через адру туда. Мертвые будут бродить в темноте, в неведении, в несчастье. У тебя были 1000 лет, чтобы это сделать. Почему же сейчас? По нескольким причинам. После взрыва молота Бога моя сила убыла. Принять это обличие было крайне непросто. Многие сражаются за власть над архипелагом. Я увидел момент, когда смертные могут закрыть глаза на различия между собой и выступить вместе. Они никогда не были сильнее и способнее. Поэтому богам нужно доказать смысл своего существования или уйти в прошлое. Как можно доверять богам после того, что они сотворили? Никто не заслуживает слепого доверия. Если ты считаешь, что простить богов нельзя, то они не заслуживают твоей покорности. Сотвори такое будущее, в котором они не потребуются. Если ты решишь принять богов, надеюсь, что твоя вера будет уравновешиваться скептицизмом. Ваидика считает это испытанием, которое мы не сможем пройти. Ваидика имеет право на свое мнение.
Более тревожно то, что испытание может быть нужно, чтобы оправдать будущее восстание. Остальные боги должны сами решать, готовы ли смертные определять свое будущее. Если тирания в Эйдике окажется единственной тому альтернативой, смертных ожидает ужасный конфликт. Твой взгляд пронзает вечность, Хранитель. Многие будут обращаться к тебе, чтобы преодолеть несогласие, сотрясающее само основание Эора. Смертные не единственные жертвы. То, что ты делаешь, угрожает и богам. Да, им придется найти решение или погибнуть. Если эта задача им не под силу, они больше не заслуживают власти. Я хочу заставить их доказывать свое право руководить. Им придется отбросить гордость и прислушаться к мудрости смертных. Некоторые, я надеюсь, покажут себя лучше остальных. Все, что будет дальше? Теперь я должен заняться своим последним делом. Тянуть нельзя. Все время, пока ты путешествовал по архипелагу, Хранитель, тебя тянул к земле тяжелый груз. Прежде чем уйти, я избавлю тебя от него. Слова Ятаса проникают в ваш разум, и вы слышите последний звон колокольчика. Его сменяет тишина. Узел, завязавшийся внутри вас, когда бледный рыцарь впервые обратилась к вам из иного мира, исчез. Ты свободен, Хранитель. Настолько, насколько это возможно. В последующие годы многие будут просить тебя о помощи. Аниманты, жрецы и даже сами боги. Я верю в тебя. Однако не забывай, твое будущее определяешь только ты. Употреби свою свободу правильно. Эотас решительно встает перед машиной. Вы отходите на безопасное расстояние, он заносит кулак и продолжает свою расправу. Удары сыплются на механизм все яростнее, но машина выдерживает, несмотря ни на что. Широко раскинув руки, Эотас вытягивает энергию из разбросанных по долине месторождений сияющей ады. Могущество течет по его телу, руки испускают яркий свет и волны жара. Он вновь принимается за дело, и каждый удар сопровождается грохотом камня и стоном металла. По всему Укайза мерцает сияющая адра. Наконец, древний механизм начинает поддаваться напору, но и тело Эотаса начинает слабеть. Сотворенная, чтобы простоять тысячи лет, исполинская статуя из Адры все же надорвалась, потратив все силы. На ладонях статуи появляются трещины, бегут вверх по рукам. Не обращая на это внимания, Эотас не сбавляет напора. Латунные кольца гнутся, и механизм отчаянно содрогается, но пока еще держится. Широко расставив ноги, Эотас молотит по его основанию. Энергия душ начинает изливаться из сердца машины. В воздухе стоит нестерпимый жар. И тогда Эотас правым кулаком наносит могучий удар в ядро машины, состоящее из металла и адра. Бог испускает оглушительный вой, нечто среднее между криком боли и ревом ликования. Вы видите, как рука Эотаса разбивается до самого локтя. Вспышка света и жара вырывается из ядра, сопровождаемая какофонией разрушения. Проходят секунды. Крик Эотаса эхом звучит в долине. Зрение постепенно возвращается к вам. Божественное дело сделано. Великая машина Укайза уничтожена. Колеса больше нет. Голос Эотаса становится все тише, и вас накрывает понимание того, что вам удалось совершить. Вы победили Бога. Вы нашли древний город, где было выковано колесо, и вы видели, как колесо было сломано. И хотя будущее мира туманно, по островам уже расходятся слухи о хранителе, который выжил в ступе Ондры и бросил вызов самому Эотасу. По вашему совету, Эотас рассеивает свою ауру и ауру тысяч душ, бывших в нем, напитывая центры знаний и наук по всему миру. Аниманты, инженеры, волшебники и самые разные ученые добиваются огромных успехов в понимании и использовании явлений, которые управляют жизнью на Эоре. Хотя некоторые из их открытий оказались полезными, от других этого не скажешь. Такова цена новаторства. Остается узнать, каким образом аниманты восстановят разрушенный Эотасом цикл, и станут ли они вообще это делать.
Добравшись до Укайза и найдя Иотаса, вы совершили невозможное, причем без поддержки могущественных сил архипелага. Ваши подвиги вызывают восхищение всего мира, который еще никогда так не нуждался в героях. Некоторые считают, что только благодаря вам Иотас не разрушил Иору. Многие верят, что вы спасете мир. С каждым днем легенда о вас все разрастается, так же, как и хаос в архипелаге. Укайза остается свободным, а канал Афекия становится местом непрекращающейся битвы между Уана и Рауатай, стремящимися захватить остров. Рауатай полагается на свои пушки, а Уана – на море и живущих в нем тварей, способных потопить вражеские корабли. А пока они заняты друг другом, в Альянсе и Принчипе с новой энергией приступают к достижению собственных целей. Воодушевленная промахами своих конкурентов, Валианская торговая компания начинает с огромной скоростью захватывать земли и добывать сияющую адру. Деревни Уана отданы на откуп недобросовестных дельцов, а богатые ресурсами острова буквально растаскиваются на части. Чтобы продолжать свою деятельность, Валианская торговая компания начинает перевозить еще больше припасов и сияющей адры в архипелаг и из него. Это привлекает внимание Принчипе, и они начинают нападать на их корабли еще чаще, а большая добыча привлекает в Принчипе все новых пиратов. Рауатай и Уана слишком заняты, чтобы остановить их. Хотя напряжение в архипелаге только нарастает, Порт-Маже остается примером мирного и продуктивного сотрудничества между Уаной и Валианской торговой компанией. Хотя они не всегда сходятся во взглядах, губернатор Кларио и говорящая с Бурей Икава вместе работают над благополучием жителей острова. Баланс сил в архипелаге меняется и Никитака. Архипелаг раздирают распри, Никитака тонет в хаосе. За беженцами в город устремляются шпионы и контрабандисты, на улицах становится опасно. Укайза остается лакомым куском для всех противоборствующих сторон, а Никитака приходит в упадок. Каханга ответственно относится к благополучию Рапару, и жизнь в глотке налаживается. Бывшее прибежище для преступников и нищих превращается в тихую гавань для Рапару. Потеряв ауру Скиорилье Лафаса, гильдия заклинателей вод ослабевает и теряет былое влияние. Заклинатели вод становятся кем-то вроде фокусников. Ваша короткая встреча с Лаэтарном оказывает огромное влияние на детей утренней звезды. Он решает, что кошмары и увиденная им Васонга – это последнее предупреждение Иотаса своим последователям. Они должны объединить свои силы в веру или погибнуть. История о событиях на Укайза распространяется, и утренние звезды проникаются словами Лаэтарна. Вера детей утренней звезды вознаграждена. Иотас вернулся, чтобы дать миру величайший из даров – надежду. В благодарность они продолжают кормить, лечить и помогать нуждающимся, как делали это не один десяток лет. Это остается их священным долгом путем любви и веры. Адра в Пока Кахара восстановлена, но гарнизон Валианской торговой компании, о котором ходило столько разговоров, так и не появился в Тикеваре. Племя разрывается между ожиданием валианцев и поисками лучшего будущего в другом месте и постепенно распадается. Ваши приключения изменяют не только судьбу Иоры и баланс сил на архипелаге. Они меняют тех, кто прошел этот путь вместе с вами. Кого-то немного, других очень сильно. Пока вы плывете с Укайза, Эдер держится в стороне. Он много думает о том, насколько хрупким стал мир после произошедшего. Он приходит к мысли, что боги порочны по своей сути, и Иору ждут новые несчастья. В конце концов, он решает остаться с вами на непокорном, понимая, что если кто из смертных и может противостоять богам, то это хранители Скайнуа. Зоти не из тех, кто способен на тонкие намеки. Ее совершенно детская влюбленность в Эдера становится очевидной с той самой секунды, как она впервые бросает на него взгляд. Постоянные заигрывания Зоти быстро начинают раздражать Эдера. Он морщится, стоит только ей сесть рядом, и старательно отделывается от нее в разговорах. Однако вам удается подтолкнуть обоих в верном направлении. Эдер начинает спокойнее воспринимать некоторые особенности Зоти, а сама жрица учится подразнивать бойца скорее по-товарищески
не донимая его неуместным флиртом. Выясняется, что у них похожее чувство юмора, и, пару раз выручив друг друга в бою, Эдер и Зоти становятся добрыми друзьями. Вы даже подозреваете, что их дружба продлится всю жизнь. В Зоте словно загорелся какой-то огонек, и она с охотой принимается за миссионерскую работу. Она и теперь собирает души во славу Кхауна, однако она нашла гармонию с убеждениями других утренних звезд и теперь старается помогать не только мертвым, но и живым. Вы продолжаете странствие по архипелагу, и каждая новая ночь проходит все спокойнее, а в лагере все чаще раздается смех Зоти. Когда ей приходит время вернуться в храм Никитаки, она явно расстраивается и долго кусает губы, оттягивая момент прощания. Она оставляет вам свой серп и записку. На память о пройденном пути. Не забывай меня, хранитель. Ты всегда будешь мне сниться. Вы больше не путешествуете вместе, однако Зоти хранит в сердце память о проведенных вместе днях. Она и теперь верна вам и остается вам все той же страстной подругой. Вы получаете от нее по письму за каждый день разлуки, хотя чаще всего они приходят целыми пачками с задержкой в несколько недель, а то и месяцев. Зоти пишет, что скучает по вам, что вы словно горящий в ее сердце огонь, и что однажды вы непременно снова будете вместе. А пока она продолжает трудиться во славу Кхауна и молиться ему о вашей безопасности. Алот возвращается к идее уничтожить свинцовый ключ. Теперь, когда колесо сломано, ослабить хватку богов важнее, чем когда-либо прежде. Это почетная миссия, и сложно представить, что одной жизни смертного может хватить на ее выполнение. Но если чему Алот и научился у Хранителя, так это тому, что даже в одиночку можно изменить мир. Вы отпускаете Римара, и теперь бывший пират бороздит торговые пути восточных земель Аэдирской империи, Старой Вайлии и Республик. Вот так скончилось ваше противостояние, и Серафен доволен, если не счастлив тем, как сложилась судьба его бывшего наставника. И все же, когда ваши пути расходятся, Серафен кажется счастливым, ведь его жизнь обрела новый смысл. Он покупает вам выпивку, произносит тост в честь архипелага и говорит: «Посмотрим, сможем ли мы довести до ума тот сброд, что остался от Принчипи». На следующее утро он уплывает. Потом до вас иногда доходят слухи о пирате Орлане, который освобождает рабов и борется с иноземным влиянием с той же страстью, что грабит и мародерствует. Полиджина помогла Хранителю заполучить указы, и Валианская торговая компания глубоко возмущена ее поведением. Однако после этого на архипелаге воцаряется такой хаос, что действия Полиджины обнаруживают в себе нечто положительное. Компания умеет действовать организованно, и ей удается отхватить у конкурентов несколько ценных точек маршрута. Полиджина не получает никакой награды, однако не получает и наказания. Герцоги и Сенгрета решают забыть о том, что она поддерживала Хранителя. Полиджину отправляют служить в Валианские республики, и она с радостью повинуется. Майя, довольна действиями флота во время кампании в архипелаге, она возвращается на действительную службу. В любом городе Роата ей отдают честь, а в каждой таверне наливают бесплатно. Руководство флота предлагает Майе более спокойную работу, но она отказывается. Она по-прежнему хочет быть в самой гуще событий. Ее ружье тоже не скучает без работы. Она очень ждет встречи со своим братом, как и Ишиза. Тикехо отдаляется от забот Хранителя, давая Уана передышку от божественных знамений. Молчание Нгати говорит о многом. Оторванные от традиций племена учатся полагаться друг на друга, ищут свой путь в этом мире. Вскоре после того, как Тикехо покидает Никитаку, с одаренных островов доносятся слухи о том, что у их берегов появились огромные водные скульптуры, невероятные и волнующие. Племена чтут эти статуи, хотя имя их создателя никому не известно. Он прощается с вами и надеется, что свое следующее приключение вы найдете в борделе или таверне. Там оно начнется, там же и закончится. Кажется, он хочет оставить в прошлом ваши разногласия. Ваша погоня за Аэтасом и путешествие на Указе знаменует собой конец сил, влиявших на жизни смертных судьбы народов. Цикл перерождения прерван, бури в ступе Ондры прекратились. И все же, после любого конца наступает новое начало.
Когда над Указом встает солнце, жители архипелага обращают свой взор на восток, задумываясь о том, что там находится, и о мире, который они могут создать для себя. Хранитель Каэдну и бывший вестник Бераса возвращаются на свой корабль и отправляются в долгий путь домой. Вы надеетесь, что море будет спокойным. Ну что ж, ребят, вот мы и закончили прохождение Pillars of Eternity. Давайте промотаем быстренько титры, и пока они мотаются, я поделюсь с вами своими впечатлениями. Игра мне понравилась. Конечно, много очень было моментов, в которых сложно разобраться, вот типа того же колеса перерождений и так далее. Это слишком сложно для... Ну, то есть мне кажется, что разработчики, сценаристы, точнее, навалили на нас вот это вот все, и было действительно нужно разбираться. То есть новый мир, нужно было понять его устройство, и, возможно, это немножко уменьшило мое удовольствие от игры, потому что приходилось понимать кучу очень необычных вещей. Вот. Но, тем не менее, к концу все стало более-менее понятно. Вот. Наконец-то вообще стала понятна идея того, почему Атас делал то, что он делал. Правда, это буквально стало понятно почти у самого конца игры. Вот, что не очень-то хорошо, но все классно. Если говорить о геймдизайне, да, и вообще о том, как игра играется, она играется великолепно. Вот действительно чувствуется, что разработчики шагнули далеко вперед по сравнению с первой частью. Очень много улучшений. Вот я до сих пор радуюсь вот этим вот маленьким интерактивным эвентам, да, которые появляются с вариантами ответа, когда мы там пытаемся куда-то перебраться, что-то сделать, куда-то пройти. Это позволяет применить навыки, которые в других местах не применяются. Чаще всего в других играх они тоже есть, но никогда не используются. Вот даже тот же там Baldur's Gate, если вспомнить, там много навыков, они почти не использовались в игре. Очень много диалогов, мало боев. Это классно, интересно читать. Вот если сравнивать эти диалоги с диалогами из Тирании, прохождение, которое вы тоже можете увидеть у меня на канале, в Тирании было слишком много диалогов, как по мне. Вот здесь все стало как-то более интересно. То есть диалоги живые, спутники живые. К каждому спутнику привязываешься. Да, конечно, мы с вами не общались с другими, так как вы знаете, что я не меняю спутников в процессе игры, такой уж у меня стиль прохождения. Но тем не менее, я очень доволен. Мы с вами, ребят, прошли эту игру наконец-то. И теперь перед нами открыт горизонт новых прохождений. Посмотрим, что будет следующее. С вами был Элиторн, спасибо за просмотр. До следующей встречи.